Знать, узнавать или узнать. Какая между ними разница? Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Алина, и я помогаю тем, кто учит русский язык как иностранный, заговорить на нем более уверенно и естественно. Сегодня поговорим про глаголы «знать», «узнавать» и «узнать». Их легко перепутать, потому что на вид они мало чем отличаются. Но на деле отличия есть. Сейчас во всем разберемся. И на простых примерах вы сможете увидеть эту разницу наглядно. Активируйте субтитры, если они вам нужны, а мы начинаем. Начнем с глагола «знать». С ним все довольно просто. Он означает, что мы уже владеем информацией. Мы где-то это услышали, выучили, поняли, и теперь ее знаем. То есть эта информация есть у нас в голове, есть знание. Например, я знаю, что Париж – столица Франции. Я выучил или запомнил этот факт и знаю о нем. Она знает эту песню. Она ранее ее слышала. Они знают этих ребят. Они их где-то уже видели, возможно, общались. То есть они знакомы между собой. Дальше узнавать. Когда мы что-то узнаем, значит, что мы получаем информацию или знания. На данный момент у нас их нет, мы ими не владеем, поэтому мы это узнаем. Или узнавали в прошлом, или будем узнавать в будущем, чтобы в итоге это знать. Например, я каждый день узнаю новые слова. То есть я в процессе получения этих знаний. Не понимаю, почему так произошло. Буду узнавать в техподдержке. Буду разбираться с проблемой с помощью техподдержки. Буду добывать от них информацию о том, почему так произошло. Я несколько раз узнавала, почему деньги не поступили на счет. Но мне так ни разу и не дали вменяемый ответ. Я пыталась разобраться с этой ситуацией, но пока так ничего и не знаю. Если глаголы «знать» и «узнавать» несовершенного вида, то «узнать» совершенного, а значит, он указывает на результат. Он тоже означает получение информации, но показывает результат. Поскольку это совершенный вид глагола, настоящего времени у него нет, а есть только прошедшее и будущее. То есть мы либо уже что-то узнали, либо узнаем это в будущем. Например, вчера я узнал, что мой друг не сдал экзамен. Я этого не знал до вчерашнего дня, но вчера узнал, то есть получил эту информацию. Она так надеялась, что у нее будут длинные выходные, но буквально пару минут назад узнала, что их не будет. Нам нужно узнать друг друга поближе. Мы не очень знакомы и мало чего друг про друга знаем, поэтому хотим узнать друг друга получше. Фактически схема у этих глаголов такая. У меня уже есть информация. Это соответствует глаголу «знать». Я в процессе получения информации. Это про глагол «узнавать». Я получил информацию. Это про глагол «узнать». Путаница еще может возникнуть между глаголами «узнавать» и «узнать» по той причине, что склонение глагола «узнавать» в настоящем времени идентично склонением глагола «узнать» в будущем времени. Отличаются они только ударениями. Узнавать в настоящем. Узнаю, узнаешь, узнает. Узнаем, узнаете, узнают. Ударения падают на последние слоги. Узнать в будущем времени. Узнаю, узнаешь, узнает. Узнаем, узнаете, узнают. Ударения падают на вторые слоги. Конечно, задачу облегчает буква «ё», потому что если вы видите, что в первом случае глаголы пишутся с буквой «ё», то значит, что ударение падает на нее. И становится ясно, что это глагол «узнавать» в настоящем времени. Ну и написание в таком случае немного отличается. Проблема лишь в том, что далеко не всегда вы увидите написание этих глаголов с буквой «ё», потому что в русском языке «е» и «ё» равнозначны в написании. И совершенно не обязательно писать «ё» вместо «е». Поэтому во многих случаях, я бы даже сказала в большинстве, встречаться вам эти глаголы будут с буквой «е». И тут на помощь нам приходит только контекст, который помогает понимать, что имеется в виду.
Надеюсь, я не запутала вас еще больше. Поэтому давайте перейдем к примерам, чтобы вы наглядно посмотрели, как эти глаголы используются. Я узнавал, что значит это слово, но так и не понял объяснений преподавателя. Был в процессе получения информации. В итоге я узнал слово в новом контексте и теперь точно знаю, как его использовать. Здесь мы видим результат «узнал» и наличие информации «знаю». Я узнаю нового коллегу. Мы пока только в процессе знакомства. Вчера я узнал, что он живет рядом со мной. Теперь я его хорошо знаю. Обычно мы узнаем расписание поездов через приложение. На прошлой неделе мы узнали, что поезд отменили, и нам пришлось воспользоваться автобусом. Теперь мы знаем, что на автобусе ездить удобнее. Она узнает много нового на этой работе. Вчера она узнала, как работать с новой программой. Теперь она знает, как все устроено. Ты знаешь, где здесь ближайшее кафе? Да, я узнавал заранее, искал информацию и узнал, нашел информацию, что буквально за поворотом открыли новую кофейню. Ты знаешь, что она переехала? Нет, только сейчас узнал. Да, я как узнавал все новости последним, так и узнаю. И на этом у меня сегодня все. Честно вам признаюсь, пока я делала это видео, я сама запуталась в этих глаголах. Поэтому, если вы тоже запутались, это абсолютно нормально. Можете считать себя носителем. Давайте подытожим. Знать – это когда информация у нас уже есть. Узнавать – это процесс получения информации или знаний. А узнать – это результат, когда мы уже получили информацию и теперь ее знаем. Если у вас есть вопросы, обязательно пишите их внизу, чтобы мы еще раз все дружно запутались и попытались распутаться. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео, и подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Спасибо, что смотрели. Увидимся в следующем видео. Пока-пока!